Привет, друзья! Сейчас обзор последних новостей Европы. В Германии обсудили новые правила безопасности праздников. Министерство внутренних дел рассмотрело запрет некоторых видов фейерверков, чтобы снизить риски для людей, животных и окружающей среды. Решение принимает правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца. Одновременно в Германии открыт новый общий центр по противодействию дронам. Центр в Берлине будет координировать работу полиции и других служб для обеспечения безопасности важных объектов инфраструктуры. Этот проект согласован на уровне ЕС с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. И это еще не все. В Германии продолжается дискуссия о пенсионной реформе. Профсоюз Верди критикует предложение федерального правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца. Также в Германии обсудили экономические реформы. Федеральный министр экономики Катарина Райхе подчеркнула необходимость принятия мер для восстановления роста и конкурентоспособности Германии и всего Европейского Союза. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии обсуждают новые меры для того, чтобы праздники проходили безопасно и комфортно для всех. Федеральный министр внутренних дел Александр Домбринц сообщил, что его ведомство изучает возможность ужесточить правила и ввести запреты на некоторые виды частного фейерверка и пиротехники, которые люди используют в новогоднюю ночь. Эта тема обсуждается на фоне возрастающих жалоб от властей, полиции и жителей на шум, опасность для здоровья и угрозы безопасности, которые могут быть связаны с использованием мощных салютов во время празднования. На данный момент конкретного решения о полном запрете еще нет. На последней встрече министра внутренних дел Федерации и земель 5 декабря, напомню, согласованного ввода по всей стране не было, и вопрос оставлен для дальнейшего обсуждения. Домбринц и его команда ведут переговоры с правительствами федеральных земель, изучая, как именно можно изменить закон о взрывчатых веществах, чтобы давать властям больше полномочий ограничивать частные салюты, особенно в густонаселенных районах. Этот шаг происходит на фоне общественного давления и призывов от экозащитников, представителей полиции и медиков, которые уже собрали сотни тысяч голосов за запрет частных бенгальских огней и фейерверков, якобы ради защиты людей, животных и окружающей среды. Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца уже несколько раз сталкивалось с критикой по вопросам безопасности и порядка во время массовых праздников. В этом контексте обсуждение потенциала нового запрета на пиротехнику воспринимается как попытка создать более четкие и единые правила для всех регионов страны. Комментаторы в Брюсселе и в Европейском Союзе, кстати, отмечают, что такие вопросы безопасности – это не только внутренняя политика одной Германии, но и часть общей тенденции в Европейском Союзе по обновлению правил общественного порядка и защиты граждан в период массовых мероприятий. Решение о возможных ограничениях на частные фейерверки еще не принято, и окончательный текст будущих поправок к закону будет зависеть от согласования между федеральным правительством Мерца и земельными министрами. Однако обсуждение уже набирает обороты именно накануне сезона праздников. Следующая новость имеет большое значение для Германии и Европы. В Германии открыли, внимание, новый общий центр по противодействию дронам, специально созданную круглосуточную структуру, которая будет координировать работу федеральных и земельных служб, полиции и других служб для безопасного контроля за использованием беспилотных летательных аппаратов. Этот центр расположен сегодня в Берлине и станет важной структурой для обеспечения безопасности объектов транспорта, энергетики и промышленных предприятий. Инициатор и глава проекта – это министр внутренних дел Александр Домбринц, который подчеркивает, что до сих пор функции по наблюдению и отражению угроз от дронов были разрознены между разными ведомствами. Новый центр позволит объединить экспертизу и обмен данными в одном месте, чтобы оперативнее и эффективнее реагировать на небезопасные полеты беспилотников над важными объектами. Полный режим работы центр начнет действовать с января 2026 года. Его задача не только отслеживать небезопасные полеты, но и координировать меры реагирования, анализировать обстановку и предупреждать возможные риски совместно с соответствующими службами. Для Германии это важный шаг в укреплении внутренней безопасности. Под руководством канцлера Фридриха Мерца федеральное правительство в последние месяцы, я вам уже рассказывал, активно расширяет бюджеты и ресурсы на защиту воздушного пространства и объектов критической инфраструктуры, поскольку такие угрозы могут затрагивать не только государственные интересы, но и бизнес, транспорт и повседневную жизнь обычных граждан.
Также это часть широкой стратегии безопасности внутри Европейского Союза, где страны координируют свои усилия по противодействию новым видам угроз, включая технологии и беспилотники. Европейский Союз рассматривает подобные центры и механизмы кооперации как важную часть общей архитектуры защиты Европы в условиях цифровых и технологических вызовов. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В Германии назревает острая дискуссия вокруг пенсионной реформы. Глава крупнейшего профсоюза Верди Франк Вернике высказал серьезную критику в адрес планов правительства Мерца и призвал к более крупной перераспределительной реформе, которая затронет богатых людей и крупное наследство, чтобы укрепить пенсионную систему страны. Вернике предупреждает, что предложение, которое сейчас обсуждает новая пенсионная комиссия, созданная федеральным правительством под руководством канцлера Фридриха Мерца, могут привести к снижению уровня пенсий в будущем, если выплаты будут просто привязаны к инфляции, а не к росту заработков. Он считает, что это может негативно сказаться на будущем пенсионеров. Я напомню, правительство Германии уже приняло новый пенсионный закон, который с 1 января 2026 года стабилизирует уровень пенсии на 48% от среднего дохода до 2031 года. Но Вернике говорит, что этого мало. По его словам, миллионы людей получают очень низкие выплаты, часто около 1200-1300 евро в месяц. А многие женщины из-за частичной занятости получают даже меньше. Чтобы исправить ситуацию, глава Верди предлагает не поднимать возраст выхода на пенсию, а попросить более обеспеченных граждан и наследников заплатить больше налогов, чтобы за счет этой дополнительной поддержки повысить общий уровень пенсий. Он называет это перераспределением через налоговую систему. Такая позиция вызывает острый спор в Германии, так как сторонники канцлера Мерца и правительства склоняются к сбалансированной реформе, которая включает смешанное финансирование, то есть государственную базу и частное накопление через рынок капитала, чтобы обеспечить устойчивость пенсионной системы в долгосрочной перспективе. В Европейском Союзе аналогичные вызовы тоже обсуждаются, потому что многие страны сегодня сталкиваются с демографическим старением и давлением на пенсионные бюджеты. В Брюсселе под руководством председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ведутся консультации между странами ЕС о том, какие именно меры могут укрепить стареющие системы социального обеспечения в Европе в целом. А дальше еще есть важная новость. В Германии ведется обсуждение важных экономических вопросов. Федеральный министр экономики Катарина Райхе заявила, что страна впервые за многие десятилетия, внимание, не сможет автоматически обеспечить будущее с растущим благосостоянием для следующего поколения. То есть то, что раньше считалось гарантией роста и стабильности, теперь под большим вопросом. Райхе говорит, что это происходит из-за структурных проблем экономики, слабого роста, высокой доли неполной занятости и падения ключевых экспортных рынков. Министр настаивает, что Германия и весь Европейский Союз должны провести глубокие реформы, чтобы вернуть экономический рост и конкурентоспособность. В ее планах увеличение общей рабочей силы, стимулирование перехода работника из частичной в полную занятость и содействие более гибким правилам на рынке труда. Она предлагает создать налоговые и социальные стимулы, чтобы люди работали дольше, а не выходили на заслуженный отдых раньше времени, а также сократить препятствия для увольнений, чтобы компании могли быстрее адаптироваться к изменениям на рынке. Райхе также призывает к модернизации экономики, снижению административных барьеров для бизнеса и активизации инвестиций, то есть меры, которые, по ее мнению, помогут Германии догнать темп роста других крупных экономик в мире. Комментаторы называют это попыткой ответить на вызовы, с которыми сталкиваются развитые страны. Это старение населения, технологические изменения и жесткая глобальная конкуренция. Критики же считают, что увеличение рабочих часов и изменения в трудовых правилах могут вызвать общественные дискуссии, особенно среди профсоюзов и заинтересованных групп. Но сторонники реформ считают, что без таких шагов экономика Германии неизбежно будет терять позиции в Европе и мире. Это заявление идет на фоне экономической политики правительства канцлера Фридриха Мерца, которая, напомню, пытается укрепить рост и инвестиции, одновременно балансируя между социальной стабильностью и нуждами бизнеса. Аналогичные дебаты ведутся и на уровне Европейской комиссии под председательством Урсулы фон дер Ляйен, где обсуждаются общие подходы к стимулированию роста в ЕС и поддержанию конкурентоспособности европейской экономики. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.